Салют! В этом видео поговорим о талантах. И начну с одного из самых популярных героев, да, у нас в игре, это Кровавый Маг. Хочу сразу сказать, что для того, чтобы таланты работали по максимуму, да, их нужно, так сказать, синхронизировать с талантами у зверя. И под эти таланты точно так же подбирать машину, да, машина, которая будет усиливать таланты, дополнять. Все, если будет в разброс у вас сделано, да, оно работать не будет. В данном случае у меня этот самый, не только таланты зверя, но и сам зверь должен подходить под таланты героя и все остальное. На данном этапе у меня сейчас я играю от молчания, да, то есть у меня стоит талант колдовство, вот, также у меня стоит талант повышающий мораль, есть эрозия, да, так как у нас один из самых ударных элементов этого героя, да, то есть то, что больше всего наносит урона в основном, это его магия, да, применение его магии активной, первое и второе. Ну и сопротивление для того, чтобы защищаться от магии других героев. Ну это опять же, можно сопротивление не брать, некоторые играют без сопротивления, можно поставить жизни, да, то есть если вы ставите сопротивление, то у вас есть там 45% шанса, да, на то, что не сработает и поглотят урон. Может не сработать, да. А если вы поставите жизнь, у вас будет плюс 30% жизни, да, то есть, соответственно, вы можете больше поглотить урона. Тут тоже такое. Я играл с жизнями, сейчас так поменялся, я уже несколько раз менялся. Такое прям супер универсального средства никак не получается найти, все время что-то меняю, переделаю. Сейчас вот так остановился, как вы видите, да. Соответственно, под эту сборку, да, ну, нужно также подбирать и зверя. Соответственно, зверь у меня снежный ребенок. Я вот выбрал такой вариант. Тоже харизму поставил молчанку ему, да, то есть для того, чтобы войска не пропускали по максимуму ходы, да, по возможности были в плюсе. Соответственно, это двойной ход, зарабатывали души, и герой ультовал, наносил урон. Молчание — это возможность, в первую очередь, это не дать сопернику дважды ходить, да, то есть наносить большой урон, забирать души. В идеале, конечно, это пропуск хода, но на это я не рассчитываю, на пропуск хода. Но это иногда бывает, да, точно так же, как и снежный ребенок, он может заморозить, соответственно, соперник теряет ход и один стейк на ход. То есть это все как бы комбинируется, все вместе. Я поставил оборону, почему? Потому что у меня с Кровавым Магом стоит дерево, да, вот машина. Можно посмотреть, которая снижает получаемый урон войсками, находящимися у героя. Вот. Если играть, например, от статуи, да, которая наносит урон большой, да, вот в основном играет ей, у меня она не прокачана, и никак не соберу смену, да, есть у меня в планах изменения небольшие сделать, но это в будущем, да, можно брать статую наносит большой урон, тогда есть смысл, к примеру, в талантах, да, например, убрать ту же удачу, к примеру, да, или какой-то другой навык, да, и поставить силу магии для того, чтобы наносить больше урона. И у зверя убрать оборону, поставить, к примеру, силу. Или там защиту, вернее, атаку, да, для юнитов можно поставить. Такой вариант. Можно поставить защиту вместо обороны, да, то есть повысить свои защитные качества. Но это нужно смотреть по ситуации, насколько ваши соперники вас по атаке превосходят, да, если такое получается. Все нужно экспериментировать, все нужно проверять. Такого, что вот вы поставили, оно все так заработает, так оно все не действует. Потому что, если у вас Кровавый Маг основной герой, да, то вам нужно, соответственно, качать в Академии, нужно качать в башне союзной, можно качать башни зверей, упор на снижение обороны, на защиту, да, то есть и все вкидывать в защиту, если у вас основной герой Кровавый Маг, да, у него нужно повышать ему живучесть, повышать жизни, да, где можно прокачать сокровища, и, соответственно, это будет повышать его живучесть и наносить урон вот, другой, да, то есть можно также с Кровавым Магом использовать зверя, да, медведя, вот, снежный, сейчас дойдем, вот, такого ледяного зверя, да, он тоже очень много урона наносит. Кровавый Маг играет долго и, соответственно,
наносит урон, да, ему я поставил урон вместо обороны здесь стоит, потому что он атакующий зверь, да, в отличие от снежного ребенка, который более может играть от защиты за счет своего навыка активного. Вот, поэтому такой вариант можно использовать. Можно использовать глаз для него, да, тоже. Вот глаз у меня с обороной, да, все-таки, чтобы играть на живучесть. Это этот вариант. Так, ну вот. Но опять же, у меня везде харизма и снижение морали, чтобы играли таланты, те, которые у героя находятся. Можно вообще много молчанки, да, можно 2 молчанки поставить. Молчание и колдовство, да, и у зверя тоже поставить дисмораль. И, соответственно, вообще будет в минусе соперник. Тоже это неплохо работает. Но, опять же, ожидать того, что соперник будет массово пропускать ход, не стоит, да, потому что сейчас все тоже накидывают морали, чтобы этого так бы контрить. И оно, получается, будет где-то паритет, и в лучшем случае никто по 2 раза не ходит. Но это тоже очень полезно, очень эффективно. Ну, вот такие вот варианты, да, то есть каких-то других героев мне не очень нравится. На ранних стадиях можно играть от Кирина, да, то есть в самом начале, когда вы начинаете только играть, он дает, он нам много урона хорошо наносит, да, на ранних стадиях, плюс дает души, помогает вашему кровавому магу ультовать. Вот, можно попробовать поиграть с кровавым драконом, ну, я бы не рекомендовал, да, вот лучше Кирин на ранних стадиях, если там недонатный зверь, мне вот он больше всего нравится. Или вот золотой дракон тоже можно использовать, но на самом деле лучше ставить кровавому магу героя, который наносит урон, да, потому что войска обычно ставят туда каких-то танков, да, наставляют, тут играет костяных драконов, которые сами по себе урона много не наносят, да, и в основном это урон, который наносит, это машина, это зверь, да, машину, да, то есть я же можно ставить любую. Но у меня вот прокачана деревяшка достану, она довольно много урона наносит тоже за игру, она повышает выживаемость кровавого магу, наносит много урона, да, то есть, но эту я даже еще падшую статую не получил. Надо будет получить и дособирать обмен и поставить ее. Она, конечно, урона очень много кровавого мага наносит. Очень, одна из лучших машин, которая подходит к кровавому магу, да, если брать. Также кровавому магу хорошо заходит ядовитый жнец, ядовитый. Потому что если вы будете играть в темной фракции, да, казалось бы, физики, но все равно, вот тогда он тоже наносит большое количество урона, потому что по 2 раза стреляет, ну не по 2 раза, каждый раз, когда фракция нежити атакует, есть высокий шанс, что ядовитый жнец тоже проатакует. И очень много эта машина наносит урона. Так что можно комбинировать, да, поставить, к примеру, ледяного зверя, поставить жнеца и играть от зверя машины, если вы прокачаете, да, тоже очень неплохо играет. Вот. Но это все требует прокачек, нужно именно, ну, смотреть по месту, да, что у вас прокачано. Вот такой вот, если так кратко, подойти по кровавому магу, да. Вот как-то так вот я играю, да. Ну, это не панацея, это не... Много вариантов еще других сборок есть. Ну, постараемся на стриме это более детально обсудить. На этом все. Всем спасибо.